Сегодня все началось совершенно случайно. Я просто гуляла по Нюрнбергу и проходила мимо лавки подержанных книг возле Лоренскирхе, церкви Лоренца. И среди старых изданий мой взгляд вдруг остановился на книге про художника, гравюра Альбрехта Дюрера. И именно в этот момент появилась идея, а почему бы не пойти в дом-музей Дюрера и узнать о нем получше? Ведь и аэропорт Нюрнберга назван в честь него. Кстати, видео об этом аэропорте у меня есть на канале. Так я оказалась у знаменитого дома Альбрехта Дюрера, одного из немногих домов художников XVI века, сохранившихся практически в оригинальном виде. Вот он справа. Этот фахверковый дом был построен около 1420 года, а сам Дюрер жил здесь с 1509 года до своей смерти, до 1528 года. Снаружи дом выглядит сказочно, типичная средневековая архитектура Нюрнберга. Деревянные балки, наклонная крыша, маленькие окна, но внутри настоящая машина времени. Видите, 2 первых этажа каменные. Это говорит о богатстве Дюрера. Материально обеспеченные люди всегда старались все первые этажи построить из камня, потому что он был дорогой, и это был признак роскоши. Ну что, друзья, я захожу. Кстати, я Альбина, и я блогер. Сразу прямо у входа представлена большая триумфальная колесница императора Максимилиана I, созданная Альбрехтом Дюрером. Это масштабная ксилография, гравюра на дереве, состоящая из 8 отдельных блоков. Работа была заказана императором Максимилианом I для прославления своей власти и династии. На гравюре изображена колесница, запряженная лошадьми, символизирующими различные добродетели с фигурами, олицетворяющими императорскую семью и победы. Дюрер работал над этим проектом в Нюрнберге, завершив его около 1522 года. С Нюрнберг-пасса билет стоит 2 евро, а так 7,50. Здесь вот можно 9,50. Нет, 7,50, общий 9,50 вышло. Здесь свои пожелания, видимо, пишут, да? Или жалобы. Как скрипят ступеньки-то. Здесь изображена родословная Дюрера. И, кстати, справа, вот сбоку, это изображение мамы Дюрера. И он ее написал сам. Итак, Альбрехт Дюрер – самый известный художник немецкого возрождения. Он родился в Нюрнберге в 1471 году в семье ювелира. Именно отец научил его точности линий и работе с деталями. Это позже стало фирменным стилем, фишкой художника. Отец Дюрера переехал из Венгрии в Нюрнберг, и фамилия была у него венгерская – Айтош, что переводится как «дверь». И поэтому в немецком языке фамилия Айтош переводится как Тюрер. Ну и со временем превратилась в Дюрер. Это автопортрет Дюрера. И обратите внимание, слева это его подпись. Так он подписывал все свои картины. Макет дома Дюрера, а так выглядел дом после Второй мировой войны. Сейчас вы видите перед собой картину «Мадонна с грушей» Альбрехта Дюрера. Сюжет: на полотне изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, который держит кусочек груши, символизирующий сладость спасения. Работа датируется 1512 года и выполнена маслом на дереве в стиле Северного Возрождения. Оригинал картины находится в коллекции Музея истории и искусства в Вене. Также в этом зале представлена картина «Адам и Ева». Ее художник написал после впечатляющей поездки в Италию. На этой картине также изображена Дева Мария с младенцем. Эта картина была написана по заказу курфюрста Саксонии Фридриха III Мудрого.
В настоящее время шедевр хранится в галерее Уффици во Флоренции. Здесь изображен автопортрет Альбрехта Дюрера. Здесь ему 28 лет. Обратите внимание, как он тщательно написал волосы, кисти рук. В Германии в то время художники не были в почете. Они не ценились, им мало платили. И не было таких прям школ, как, например, в Италии. И Дюрер путешествовал по Европе, особенно по Италии, где и познакомился с идеями Ренессанса, перспективой, анатомией и математикой в искусстве. Он стал одним из первых художников Северной Европы, объединявших немецкую точность и итальянскую гармонию. И именно после Италии он отточил свое мастерство до такого уровня. Каждый этаж дома Дюрера показывает, как жил художник эпохи Ренессанса. Кухня с исторической утварью, жилые комнаты, мастерская и самое интересное пространство, где создавались его работы. Здесь понимаешь, что художник того времени был не просто творцом, а одновременно ученым, инженером и предпринимателем. Сейчас я нахожусь на этаже, где расположена кухня. Интересно заглянуть в закулисье, в быт Дюрера, где он кушал, где он спал, где он творил свои шедевры. Кстати, здесь в музее прогуливается одна фрау, переодетая в жену Дюрера, и рассказывает про его жизнь. Дорогие мои подписчики, поклонники моего творчества, поделитесь, пожалуйста, как вам творчество Альбрехта Дюрера. Полы, наверное, здесь тоже остались оригинальные, так скрипят. Вы только посмотрите, какая красота, вид на крепость. Кстати, Дюрер приобрел этот дом у астронома, и все окна здесь расположены так, чтобы наблюдать за звездами. Я жду ваши комментарии, хотела бы очень узнать, знали ли вы об этом художнике-гравере. А ведь итальянский художник Джованни Беллини был восхищен тем, как Дюрер изображает волосы тонкими, мягкими и живыми линиями. Он попросил Дюрера подарить ему кисти, которыми тот работает. «Выбирай любую», — ответил Дюрер, не задумываясь, и вывалил на стол все свои кисти, обычные, самые простые кисти. Беллини подумал, что это издевательство, ведь он искал какой-то секретный инструмент. Но Дюрер взял первую попавшуюся простую кисть и прямо на глазах удивительного итальянца нарисовал
ее длинные, волнистые, абсолютно естественные волосы. Беллини был восхищен такому фокусу с волосами. Дюрер был одним из первых художников, использовавших личный логотип, знаменитую монограмму АД Альбрехт Дюрер. Я вам ее уже ранее показывала. Его гравюры распространялись по всей Европе, как современные принты, сделав его международной знаменитостью. Еще при жизни Дюрер дружил с учеными и гуманистами своего времени. Он первым в Германии поднял статус художника до уровня интеллектуала. После путешествия в Нидерланды он подробно записывал все – сцены, людей, животных, почти как современный блогер. Ну, как я. Дюрер также интересовался не только живописью. Он писал книги о геометрии, пропорциях человеческого тела. Для него искусство было связано с математикой. Он буквально рассчитывал красоту. Обратите внимание на окна, как дно бутылок. Они были мутные, потому что прозрачные стекла были дорогие очень. Дюрер жил в достатке, и поэтому он еще и был и коллекционером. В этом музее представлены копии работы Дюрера и объяснения его самых знаменитых произведений. Как по мне, на мой взгляд, мне нравится картина «Молодой заяц», одна из самых известных акварелей в мире, невероятно реалистичное изображение зайца. Каждый волосок прорисован отдельно. Это не просто рисунок животного, это исследование природы. Дюрер показал, что даже маленькое существо достойно внимательного изучения. А также мне нравятся руки молящегося. Это знаменитый рисунок Дюрера рук стал символом молитвы во всем мире. Интересно, что это было всего лишь подготовленный эскиз к большой алтарной картине. Но именно простота и искренность сделали его самостоятельным шедевром. Также им был написан портрет султана Сулеймана и его матери перед ее смертью. Итак, друзья, резюмирую, дом-музей Дюрера – это не просто выставка картин, это возможность почувствовать, как жил художник 500 лет назад, как выглядел Нюрнберг эпохи Ренессанса и как рождалось европейское искусство нового времени. Когда выходишь из дома Дюрера, город вокруг уже воспринимается иначе, будто начинаешь видеть детали, цвет и линии так, как видел их сам Дюрер. А все же началось с одной случайной замеченной книги в маленькой лавке возле Лоренскирхе. Напротив дома Дюрера находится сувенирный магазин. И как оказалось, что по билету, выданному в музее, можно получить здесь маленький подарочек. Ну, об этом я не знала. Я узнала это только после того, как вернулась уже домой и уже прочитала на билете. Но у меня еще есть время, я обязательно сюда приду и заберу свой подарок. А если по этой же улице спуститься немножко ниже, вы увидите кафе Дюрера. Но, к сожалению, в этот день оно было закрыто.
Но я обязательно вернусь сюда еще раз и сниму это заведение уже внутри. А это, как вы уже узнали, рыночная площадь, где проходит знаменитая ярмарка. И раз уж так Дюрер любил ездить в Италию, мы зашли в итальянское заведение Провенза. Что творится в Нюрнберге, вот такой вот град. А у меня десерт макароны ручной работы. Правильно говорить именно макарон, не макаронс. С таким прекрасным букетом.